и мы будем стараться говорить очень и очень медленно. Я задаю вопрос, а они молчат. Я не люблю путешествовать. Такой очаровательный, такой красивый. Это очень популярно в Москве, да? Я родилась в Азии. Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека, и, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я сделал интервью с Инной с канала Comprehensible Russian. Не забудьте посмотреть ее канал. И это первая часть наших интервью, в которых мы будем говорить на медленном русском. И я хотел бы сделать извинения за проблемы со звуком, а также проблемы с видео. Дело в том, что наши соседи устроили караоке-вечеринку, поэтому будет немножко слышно их завывание. Прошу прощения. Но я только что закончил монтировать видео, и надеюсь, оно вам понравится. Не забудьте поддержать, поставить лайк этому видео. Все, давайте, смотрите. Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека, и меня зовут Сергей. Сегодня я не один, у меня в гостях Инна. Привет, Инна! Привет, Сереж. Всем привет. У Инны есть канал Comprehensible Russian. Это очень классный и интересный канал для всех тех, кто любит изучать русский в нашем стиле, как вы знаете. Поэтому я рекомендую вам посмотреть этот канал, если вы там еще не были. Там очень классные курсы для начинающих и не только. Поэтому ссылка будет в описании и где-то здесь или здесь. Я точно не знаю. Сегодня я буду спрашивать Инну, и мы будем стараться говорить очень и очень медленно. Но вы знаете, я не могу это делать. Мне трудно. Но я буду стараться. Хорошо. Я тоже очень постараюсь. Итак, Инна, первый вопрос для тебя. Кем ты работаешь? Я работаю преподавателем русского языка для иностранцев. Я даю уроки и также веду канал на YouTube. Классно, очень классно. И ты училась на учителя? Да, я училась на учителя русского языка. Это было в 2012 году. Я училась в Московском государственном университете. Это была программа на 1 год. Я целый год училась на учителя, и потом у меня была 3-месячная практика. У меня была группа китайских студентов. Мне нужно было с ними заниматься и принимать у них экзамен. Это было трудно? Да, практика была очень трудной, потому что китайские студенты, не знаю, не любят коммуницировать. Их очень сложно заставить говорить. Они очень любят писать, они очень любят читать, но говорить отказываются. Просто отказываются. Я задаю вопрос, а они молчат. У меня похожий опыт, потому что я работал преподавателем английского здесь, во Вьетнаме, и многие вьетнамские студенты также очень любят заниматься грамматикой, но не любят говорить. Поэтому было чуть-чуть трудно, но в целом очень интересно, да.
мне нравилось работать с молодыми людьми. Хорошо. Другой вопрос на другую Мгм. тему. Ты Так. любишь путешествовать? Ну, конечно, конечно. Кто не любит путешествовать? Я думаю, почти все любят путешествовать, и я тоже. Хорошо, это здорово. Почти все это хорошее, я бы сказал, хорошее замечание. Потому что я знаю лично людей, которые говорят, я не люблю путешествовать. Мне хорошо быть дома. Я не Мгм. понимаю таких людей, но они существуют, они есть. Да, да, я тоже знаю таких людей, которые не любят путешествовать. Им очень хорошо дома, им очень хорошо в своей стране, в своем городе. Этого им достаточно. Это правда. А как часто ты путешествуешь? Я стараюсь путешествовать хотя бы 2 раза в год. Я имею в виду длительные, далекие путешествия. И, конечно, стараюсь путешествовать также в России, по городам российским, смотреть новые места. Но обычно это короткие путешествия, например, на выходные, на 2 дня, на 3 дня. Поэтому в целом я могу путешествовать, ну, несколько раз в год. Это классно. Это очень классно. И в каких городах России ты была? Ам, я была, конечно, в Санкт-Петербурге, в Ярославле, в Сочи, в Иркутске, во Владивостоке, в Екатеринбурге, в Калининграде, в Геленджике, в Новороссийске, в Туле, в Суздале, во Владимире, была в Крыму, в Гурзуфе, Ялте и Евпатории. Наверное, где-то еще в более маленьких городах была, но сейчас уже не буду вспоминать. Я думаю, Вау. достаточно. Ну, я забыл сказать, что Инна живет в Москве. Поэтому, очевидно, она была в Москве. Да. Вот. Мгм. И ты можешь сказать, есть ли у тебя любимый город России? Я знаю, ты любишь Москву, ты любишь там жить, но для путешествий какой город, кроме Москвы, тебе очень сильно понравился? Или топ-3 города, если сложно назвать один? Мне очень понравился Великий Новгород, который я, кстати, не назвала, забыла. Он такой очаровательный, такой красивый. Это очень-очень старый город. Это один из самых старых городов России. Там много красивых церквей, белых церквей. Он небольшой, тихий, зеленый. Там красивая река. Мне там очень понравилось. Люди приветливые, спокойные. Не то, что в Москве. Ам, Мне очень там понравилось. И я там была 2 раза. Мне так понравилось в первый раз, что я вернулась туда еще раз потом. Еще мне очень понравился город Суздаль. И всем путешественникам я советую съездить в Суздаль, потому что это город из русской сказки. Там очень много маленьких старых домиков и очень-очень много старинных церквей.
когда я первый раз туда приехала, я не поверила своим глазам. Этот город выглядит как-то не очень реально. Ты действительно чувствуешь себя в какой-то сказке или фильме. Город, который как будто остался в прошлом. Это очень интересное ощущение, и город очень красивый. Здорово. Я никогда не был ни в том, ни в другом городе. Поэтому ты меня мотивируешь на Да, посещение очень этих рекомендую. 2 городов. Да. И есть еще один какой-либо, который тебе нравится? Мне очень понравился Гурзуф в У, Крыму. Первый раз, Да, слышу. я сама ничего не слышала о городе Гурзуфе до того, как собралась поехать в Крым. Я просто стала читать, где можно остановиться, и нашла информацию об этом городе. Никогда о нем не слышала. Приехала туда и не пожалела. Это очень маленький городок. Там, например, отдыхал, проводил время Чехов. Там есть маленький домик Чехова, и там очень красиво, очень живописно. Это город на берегу моря, и этот город находится в горах. Поэтому там очень приятно гулять и очень красивые пейзажи. Просто потрясающее место. Я не называю большие города, наверное, потому что я сама живу в большом городе, в самом большом городе России, и когда я еду отдыхать, я не хочу видеть еще один большой город. Хорошо, хорошо. Тогда давай поговорим все-таки о том городе, в котором ты родилась и живешь. Я правильно понимаю, что ты родилась в Москве? Нет, я родилась в городе Кустанай. Это город в Казахстане. То есть я родилась в СССР, и я родилась в Азии. Мне очень нравится этот факт. Я тоже. Да. Вот. Но когда мне было 2 года, мои родители переехали в Москву. Мой папа из Москвы, а мама с семьей жила в Казахстане, в Кустанае. Семья моей мамы русская. У нас нет казахов, если вы могли об этом подумать. И я живу в Москве с 2 лет. Поэтому в целом я считаю себя жителем именно Москвы, и даже когда меня спрашивают, откуда ты, я не рассказываю сразу про Казахстан, про Кустанай, потому что я почти ничего не помню. Для меня родной город – это Москва. Ты москвичка, можно сказать. Может быть, не коренная, но москвичка. Да. Ну, хотя, с другой стороны, твой папа из Москвы, так что наполовину коренная, полукоренная. Я не знаю, как сказать. Это очень сложно. Москвичи спорят, что значит коренной москвич, да, настоящий москвич. Многие считают, что коренной москвич – это человек, который родился в Москве, его родители родились в Москве, и их родители родились в Москве, и так 3 или 4 поколения. Ну,
Да, я не родилась в Москве, но я не знаю, кто я еще, если не москвичка, потому что живу здесь всю жизнь. Конечно. И в каком районе Москвы ты живешь сейчас? Я живу в Басманном районе. Это станция метро Бауманская. Мгм. Я слышал про Бауманскую, но я очень плохо ориентируюсь в Москве, поэтому не знаю, где это, на юге, на севере, на востоке, на западе. Это северо-восток Москвы, совсем близко к центру. В Москве центром считается все, что в пределах Садового кольца. А мой район находится рядом с Садовым кольцом. То есть я живу не в центре, но недалеко. Я думаю, это самое идеальное местоположение. Как ты думаешь? Мне нравится, да. Мне нравится. Очень удобно. Очень удобно. Может быть, в центре может быть слишком дорого или слишком шумно, а если далеко от центра, то очень долго ехать, если ты хочешь где-то погулять в каком-то интересном месте. А недалеко от центра — это, я считаю, идеальное местоположение, идеальное место для жизни, если говорить про большой город, конечно. Мгм. Да. И ты там всегда жила? Или Нет, раньше ты жила в другом месте? раньше я жила в центре. Да, я жила в 2 километрах от Кремля. Очень близко, да, очень близко. Я могла в окно видеть салют на Красной площади. Это была квартира моих родителей. И они сейчас там живут? Они сейчас сдают эту квартиру, а сами живут за городом, на даче, в своем доме. Это очень популярно в Москве, да? Сдавать квартиру и жить где-то в другом месте. Да, если есть квартира, которую можно сдавать, то, конечно, да. Особенно часто так делают пенсионеры, которые уже не работают, они не хотят жить в городе, хотят жить за городом, на природе, в доме, и поэтому они часто переезжают на дачу, живут там, а квартиру сдают. Квартира, в которой ты сейчас живешь, ты ее снимаешь или ты собственник? Я собственник. Это классно. И у тебя нет ипотеки? У меня нет ипотеки. Уху! Молодец. Я думаю, что Да, сейчас есть такая фраза, мне кажется, никого не удивишь наличием квартиры или машины, однако удивишь отсутствием ипотеки и кредита. это верно. Это верно. Мне повезло. Мы пока с моей женой еще идем к этому, вот, но надеюсь, что через некоторое время у нас тоже будет свое гнездышко, вот, свой дом. Да, желаю вам удачи в этом. Спасибо, спасибо. Вот и все на сегодня, друзья. Это конец первой части. Надеюсь, вам понравилось. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Спасибо всем моим патронам. Если вы хотите меня тоже поддержать, вы знаете, что делать. Спасибо Джошу, Джоэлу, Лиз и Джеффу. До скорого. Пока-пока.